Значит, еще один раз здравствуйте, ребята. Мы сегодня с вами будем разбирать следующую тему в неврологии. Называется движение или пирамидный путь, или кортикопирамидный путь, или пирамидальный путь. Назван он по названию томического образования, которое находится сбоку продолговатого мозга. Есть там пирамидки, тот, кто помнит анатомию. И там находятся пути, которые идут от головного мозга до органа эффектора, то есть до мышц. Потому вот двигательная система или кортикоспинальный путь, он называется еще пирамидным путем. Движения, которые производятся при помощи спинного мозга и кортикоспинального пути, они бывают двух видов. Непроизвольные, но это любые рефлекторные действия от чихания до анального рефлекса, которые от нас не зависят. Произвольные движения – это то, что мы хотим с вами делать. Ну, например, вам сказали, надо учиться, и вы проснулись в субботу в 9 утра и стали нажимать кнопки компьютера, чтобы подключиться к Zoom. Вы произвели сложное автоматизированное движение при помощи экстрапирамидной и пирамидной системы и, собственно, подключились к этой лекции. Это было произвольное движение, то есть по вашему желанию. Терминология патологических состояний. В том случае, если приходит к вам пациент, у которого не работает половина мимической мускулатуры лица, то есть слева или справа, это не работает частично, то есть слабость какая-то есть, это будет называться на нашем медицинском языке парез. В том случае, если половина лица не двигается, вообще никакого шевеления нету в половине лица мимической мускулатуры, будет называться 0 баллов, или отсутствие движения, или прозаплегия. То есть это одно и то же, просто 0 баллов. А когда человек не хочет, а голова двигается, например, как у паркинсоников, кивательные движения по типу «да-да», то есть получается, что бабушка пожилая, вы таких видели, людей на улице, в том числе в магазинах, у которых голова непроизвольно двигается вперед-назад, как будто человек говорит «да-да». Это называется гиперкинезом. Вот. А противоположность полная его, это тоже один из самых частых симптомов паркинсонизма, это гипокинезия или акинезия, когда движений очень мало или их нет вообще. Это будет называться акинезия или гипокинезия. Все в нервной системе строится на основании рефлекторной деятельности или рефлекса. Такое слово предложил Рене Декарт еще в 17 веке. Сказал, что это ответная реакция организма на раздражение различных систем и которая реализуется на основании вот этих проводников, которые находятся в организме, то есть на основании нервной системы. Рефлекс состоит из рецептора, от которого по афферентному пути к спинному мозгу идет сигнал от рецептора. Рецептор может быть различный, как мы вчера с вами говорили. Он может быть и бара, и хемо, и термо чувствительный. Приходит спинной мозг, где переключается на передние рога и по афферентному пути подходит к органу-эффектору и мышца какая-то сокращается. Например, схема рефлекса при ударе молоточком по коленке, то когда невропатолог проверяет рефлексы, реализуется на уровне 4-5 поясничного позвонков. Я ударяю молоточком, и афферентный путь от места, где я ударил по сухожилию четырехглавой мышцы, он через спинальные ганглии по проводникам болевой чувствительности заходит в задние рога спинного мозга, то, что мы говорили на прошлой лекции, переключается на нейроны передних рогов серого вещества спинного мозга, где находятся альфа-мотонейроны, двигательные нейроны, и от этого нейрона идет эфферентный путь на четырехглавую мышцу бедра, она сокращается, и нога, голень разгибается или прыгает вперед в ответ на удар молоточком. И я вижу, что у него вот этот вот рефлекс работает, и все части рефлекса составные, они работают. Зачем невропатологу ударять молоточком? Дело в том, что когда я ударяю молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы, я проверяю, что сухожилие есть. Первое. Второе. Когда я ударяю молоточком, я смотрю, что вот этот путь в виде
в виде заднего корешка спинного мозга, что он тоже работает, что он не сдавлен, например, грыжей диска или не сдавлен где-нибудь, например, ну давайте возьмем на уровне бедра, например, будет какая-нибудь опухоль малого таза, или это будет гематома бедра при различных гематологических заболеваниях и сепсисе. Я узнал, что афферентный путь работает. Дальше, так как я рефлекс получил у данного пациента, нога у него разогнулась, я проверил, что вот этот сегмент спинного мозга у него тоже работает, там нет опухоли, которая сдавила или уничтожила этот сегмент спинного мозга, и проверяю, что орган, значит, альфа-мотонейрон дал ответную реакцию, и по тому же заднему, значит, по переднему корешку, по тому же спинальному корешку идет моторный ответ к мышце. И говорю, что этот корешок работает тоже, да, что он не сдавлен ни на каком уровне. И мышца сжимается, нога, голень разгибается вперед. И проверяю то, что мышца работает, что она не атрофирована, что она не порвана, что она может вообще двигаться и нету болезней передачи между нервом и мышцей, болезни синапса, да? Например, миостения, что миопатия, то есть нет никаких других заболеваний. То есть из-за одного проверки всего лишь навсего одного рефлекса невропатолог может проверить до 5 составляющих данной рефлекторной дуги. Вот, собственно, какой аналитический процесс течет в голове невролога, когда он проверяет всего лишь навсего один коленный рефлекс. А так рефлексов может быть много, к различным мышцам подходит веретена, от различных внутренних органов идут органы-эффекторы, и образуются различные рефлексы, которые мы реализуем в своей жизни, и, собственно, даже не особенно задумываясь, что они есть у нас. Все это реализуется через спинной мозг, альфа-мотонейроны, так как это двигательные нейроны, так как у нас обилие мышц в организме, так как мы сложно устроенные существа, человек. Поэтому эти вот передние рога спинного мозга, они утолщены, они большие. Это боковые рога, они вегетативные, это задние рога, куда входят чувствительные болевые пути. И там находится, как помните, вторая клетка чувствительного пути. Кроме того, когда чувствительный афферентный импульс входит в спинной мозг, кроме того, что рефлекс замыкается на уровне данного сегмента, идет сигнал в головной мозг через таламический триггер, и нам сообщают, что нас ударили. Рефлексы, как мы с вами сказали по Ивану Петровичу Павлову, бывают врожденные, видовые, постоянные и приобретенные. Но вот он доказывал, кормил животное, лабораторное животное кормил едой и включал лампочку. Потом на определенный раз лампочку включали, еды не давали, а слюна и желудочный сок выделялись. И так он сказал, что у собаки можно достичь условного рефлекса. Ну а дальше мы стали изучать уже на высших животных, обезьянах и человеке. Рефлексы, соответственно, рецепторам бывают экстра, интро и проприо, то, что мы с вами говорили. По функциям бывают двигательные, секреторные, сосудистые, соматические, вегетативные. Больше всего, конечно, чаще всего двигательные рефлексы мы с вами будем изучать, потому что сосудистые рефлексы чаще всего будут на кардиологии, секреторные — это гастроэнтеролог, соматические рефлексы какие-то вы услышите на внутренних болезнях, ну и вегетативные рефлексы частично могут рассказать на эндокринных заболеваниях, но больше всего, конечно, изучены двигательные, как самые яркие, их можно потрогать, их можно увидеть, их можно зафиксировать. Они бывают простые и сложные, а по уровням замыкания они могут быть спинальные, как, например, коленный рефлекс. Я ударил по сухожилию четырехглавой мышцы и получил разгибание голени. Это простой спинальный рефлекс. Стволовой рефлекс, подкорковый и корковый. Корковый рефлекс это будет условный, да, вот как, например, зажгли лампочку, еды не дали, а сок выделился. Вот вам пример коркового рефлекса. Рефлексы, соответственно, могут быть сниженные или повышенные. Снижение называется гипорефлексия, повышение называется гиперрефлексия, отсутствие арефлексия. Есть
еще асимметрия, то есть, например, слева больше, справа меньше, это будет асимметричный рефлекс, но будет называться анизорефлексия. Ну и бывают патологические, парадоксальные и клонусы, которые называются маятникообразными рефлексами. Кортикомускулярный, кортикоспинальный путь начинается не как чувствительный от клетки рецептора, а он начинается от, собственно, постцентральной извилины, где у нас с вами появляется желание двинуть, например, пальцем, да, я хочу почесаться, да, беру вот свой палец и говорю, я хочу почесаться. И у меня в предцентральной извилине, в лобной доле возникает импульс, который по кортикомускулярному пути доходит от моей черепной коробки, от вашей, от нашего пациента, идет у каждого к своему пальцу, и палец сгибается. И сложный, собственно, вот такой путь мы сегодня с вами просмотрим, почему он сгибается. Все это происходит настолько быстро, что мы успеваем, собственно, согнуть не только одним пальцем, мы можем согнуть вторым, третьим и так далее. И сделать любую фигуру из пальцев. Начинается все это из клеток Бетца, которые находятся в коре. Дальше через корону радиата и внутреннюю капсулу. Зачем мы говорим, сейчас скажу. Про это слово отдельно выделяем через ножки мозга, через ствол мозга, перекрест пирамид, который происходит на уровне границы продолговатого и спинного мозга, проходит на другую сторону, спинной мозг, далее идет через альфа-мотонейрон, передние рога спинного мозга, идет до органа эффектора, то бишь мышцы. Внутренняя капсула, зачем это слово выделяется? И внимание, дело в том, что посмотрите на данной картинке, вы видите, что из коры в большом количестве есть большое количество нейронов. Да? Помните гомункулюса Пенфельда на предыдущей лекции? И от большого количества клеток, то есть я, например, хочу вам что-то рассказать. Для этого должны двигаться у меня мимические мышцы, должен двигаться язык, мышцы гортани, и дополнительно я еще свою лекцию сопровождаю жестикуляцией. Получается, что у меня работает вся кора. Вся кора и идет к органам эффектора, ко всем мышцам. Практически вся, кроме ноги, потому что я сижу и сейчас не двигаюсь. Вот. Поэтому практически вся кора работает. А все эти пути, они концентрируются, сжимаются в один кортикоспинальный путь на уровне внутренней капсулы. Так вот, чтобы поразить головной мозг, чтобы он не работал вообще, нужно дать человеку несколько минут гипоксии или отравления угарным газом и отравить всю кору мозга, вот как я вам показываю, чтобы не работало все. Или же всего лишь навсего нужно 1 сантиметр в диаметре гематомы, вот где вот сейчас мой курсор, 1 сантиметр в диаметре гематомы или ишемического инфаркта в глубоких отделах, вот этот 1 сантиметр, и тот же самый эффект будет достигнут. То есть если у человека локализуется, например, инфаркт или опухоль головного мозга вот в этой точке в области внутренней капсулы, соответственно, будет поражено все. Вот она, внутренняя капсула, а вот это как выглядит ее поражение. Называется правило 3 геми. Гемипарез, ну, то есть половинная слабость, гемиатаксия, гемигипестезия, ну и еще может быть 4-е, это гемианапсия. Поза Верни Кимана, она очень просто описывается словами «рука просит», ну, то есть согнута, нога косит. И вот пациент не может из-за повышенного тонуса, не может руку разогнуть и не может преодолеть ступеньку, не может перешагнуть через бревно, потому что у него нога практически не сгибается, если паралич выраженный, и пациент вынужден ее не поднимать, как мы с вами идем по лестнице, или мы увидели какой-то камень, мы можем его перешагнуть, да? А этот пациент не может ничего перешагнуть, он должен ногу обнести вокруг, то есть, грубо говоря, он может двигаться по плоскости, и какое-то, значит, небольшое препятствие его ведет в затруднение. Почему, собственно, в магазинах, как вы видели, для людей с ограниченными возможностями вводятся пандусы, вот в том числе не только для колясочников, а для вот таких пациентов с позой Верники Мана.
Но есть вообще крайняя выраженность вот этой позы Верникемана. Это пациент, который пришел ко мне вчера. Он пришел подписывать квоту на инъекцию ботулотоксина. Это препараты, использующиеся не только в косметологии для убирания морщин американским и нашим отечественным кинозвездам, женщинам. Вот, ботулотоксин точно так же используется еще для больных, когда нужно убрать спастику, которая вот согнула вот так руку. Почему вот этот мужчина пришел ко мне вчера на вот это вот, на квоту, на решение о квоте инъекции ботулотоксина. Я просто еще, кроме того, главный невропатолог Минздрава, и вот вынужден по ходу, кроме доцентства и заведования отделением, должен решать вот такие вот технические и юридические вопросы. Потому что у него настолько выраженный спазм после инсульта, который был 7 лет назад, что он вызывает сильные боли в руке. И эти боли убрать миорелаксантами типа баклосана или медокалма не очень получается. То есть пациент постоянно будет принимать данные препараты, они расслабляют все мышцы, у него слабеет, соответственно, другая рука-нога, он меньше себя становится обслуживать, поэтому для него это не выход. Вот. У баклосана есть побочный эффект сонливость. Если взять, например, третий миорелаксант, сердолут, вот, некоторые больные его плохо переносят. Часть больных говорят, наоборот, да, это очень удачный препарат. А также у этого пациента еще было то, что рука, вот если здесь вы видите на картиночке, что рука находится где-то на уровне пупка, так чаще всего бывает, то у этого пациента выраженные спазмы поднимали руку, и рука кулаком ему доставала нижней челюсти, как будто поза роденовского мыслителя. Так понимаете, роденовский мыслитель хотел сидеть, подперев свою голову кулаком, а этот пациент не хочет, чтобы у него рука подпирала его голову, а она у него непроизвольно после инсульта пытается подпереть его голову. Поэтому ему абсолютно показана инъекция ботулотоксина вот при этой спастике. То есть вот эта спастика может доходить до таких вычурных поз, очень крайне неудобных для пациента, но вот есть такое решение. Насколько хватает ботулотоксина? Ну, месяца на 3. Самое большое, потом начинает эффект стихать, хотя инструкция к препаратам, их ботулотоксинов вообще 3 на нашем рынке. Вот, и там написано, что до 6 месяцев. Ну, так-то на практике 3, конечно. Ну ладно, возвращаемся к нашим перекресткам пирамид. Вот это вот, значит, сбоку это как раз есть пирамидки, те перекрестки. Вот здесь заканчивается продолговатый мозг, начинается спинной ниже слайда, и как раз вот эти пирамиды перекрещиваются на другую сторону. И сейчас, после всех лирических отступлений, самое сложное в данной презентации, в данной лекции, в данной теме, это будет схема корково-мышечного пути, которую мы сейчас с вами рассмотрим. Сейчас минимальное отступление. Сегодня мы с вами, лекция будет, я вижу, что сейчас 37 участников у нас, сейчас я могу уже сказать схему наших сегодняшнего занятия. 9:00, 9:40 первая лекция, 5 минут на переключение, 9:45, 11, 30, 25 следующая лекция, 5 минут на подключение, и будет последняя лекция, которая закончится в 11:15. То есть мы с вами работаем 3 лекциями по 40 минут, с 5-минутными перерывами на переподключение по следующей ссылке, так как это бесплатный Zoom. И окончание всех 3 лекций будет в 11 часов 15 минут. Я думаю, что это всех устраивает, я говорю быстро. Но кто хочет что-то записал, кто-то что-то хочет прочитает в учебнике или уточнит на практических занятиях. Первая у нас лекция – это произвольные движения, которые мы сейчас с вами разбираем. Второе – это спинной мозг. И третье – это мозжечок и экстрапирамидная система. Вот, собственно, до 11 часов 15 минут, что мы с вами должны успеть. Итак, мы сейчас с вами будем рассматривать схему корково-мышечного пути. Вы помните, что чувствительный путь, он начинался от рецептора, то есть начинался от ноги,
от руки, от той же кожи или сустава, и поднимался вверх, перекрещиваясь на уровне передней серой спайки, на противоположной стороне болевой путь переходил на такую противоположную. А проводники глубокой чувствительности, они перекрещивались уже на уровне спинного мозга, шли вот, по той же стороне, да, то есть глубокая и болевая, она шла в разных. Здесь же все наоборот. Здесь начинается все от идеи, да, то есть сначала возникла идея, а потом уже возникло движение, поэтому тут начинается сверху. Чувствительный путь был трехнейронным, а двигательный путь он двухнейронным. Перекрест идет телом какого нейрона? Вот это вот у нас считается первый нейрон, красный первый, синенький второй. Идет телом первого, а там был второго. Да, когда вы будете писать какие-то угадайки или вопросы задавать на дипзачетах и прочее, то здесь идет перекрест двухнейронный, перекрест первым нейроном. Итак, в клетках Бетца возникла идея, это лобная доля, это прецентральная извилина, это моторная зона коры, лобной коры. Появилось движение, и значит, через лучистую зону входит в зону внутренней капсулы, где компактно находятся все проводники от наших первых нейронов, и далее идут в пирамидном тракте до спинного мозга, где на уровне пирамид или олив продолговатого мозга, на уровне, где заканчивается продолговатый и начинается спинной мозг, переходят на противоположную сторону и в боковых канатиках вместе с чувствительными волокнами глубокой и болевой, да, различных видов, и те были синенькие, зелененькие в прошлой лекции, они проходят в боковых канатиках, точно так же спускаются вниз, те поднимаются, эти спускаются вниз до органа эффектора, до нашей руки или до нашей ноги. На этой же стороне входит серое вещество спинного мозга, переключаются на второй нейрон, моторный нейрон, альфа-мотонейрон, двигательный нейрон, нейрон передних рогов спинного мозга. И этот альфа-мотонейрон, собственно, дает уже двигательный сигнал на мышцу, которая сжимается по нашему велению. Все это проходит за сотые доли секунды, все это происходит крайне-крайне быстро. Вот, собственно, весь корково-мышечный путь. Какие отсюда выводы? Выводы следующие. Если ко мне привозят пациента, у которого не работает вся правая половина тела в виде правостороннего гемипареза, правосторонней гемипареза, то есть all right. У этого человека all right, у него, значит, если я предполагаю, что это очаг в голове, то это будет очаг слева. Да? Понимаете, что так как произошел перекрест, и правосторонний гемипарез, правосторонние параличи были вызваны поражением или повреждением какой-то травмой головного мозга на противоположной контралатеральной, гетеролатеральной стороне. Или, ежели у этого пациента нету ни одного симптома со стороны головного мозга, то есть нет нарушения речи, нет лицевой асимметрии, нет нарушения глотания, я могу предположить, что головной мозг вообще был не задействован, а очаг находится где-то на уровне ниже ствола мозга, то есть никакое ядро черепно-мозгового нерва не поражено, косоглазия нету, да, только спинной мозг. Я буду искать какую-то патологию спинного мозга, если это будет вот здесь поражение, где мой крестик находится. В этом случае я буду делать не томограф головного мозга, а буду делать томограф спинного мозга, буду искать переломы позвоночника, метастазы в позвонок, и буду искать, например, бляшки рассеянного склероза или другой какой-то демиелинизирующей патологии спинного мозга, может, клещевой энцефалит я буду искать, спрашивать у пациента, не было ли у него контакта, значит, ну не контакта, а не ходил ли он в лесную зону эндемичных районов, чем который является Новгородская и Ленинградская области, например, по клещевому энцефалиту, клещи есть, да, и не употребляет ли он молоко
молоко непроверенных животных, да, из деревни, может быть, покупает, может быть, клещевой боррелиоз, там, заражение через молоко. Вот я буду думать, что это, например, поражение спинного мозга. И чтобы мне быстро, буквально после своего осмотра, когда я за 5-7 минут продиагностировал человека молоточком, иголочкой, я могу уже определиться, собственно, какой уровень мне нужно фотографировать. Как я вам напоминаю, каждое исследование – это время и деньги. Время пациента, время медицинского персонала, деньги и государства, и больницы, и пациента, поэтому мы их экономим. И чтобы быстро все сделать, за 5 минут я должен сообразить, какую же точку фотографировать. И, собственно, какой анамнез более детально собирать. Потому что пациент может рассказать вообще всю жизнь свою. Так, значит, ежели будет поражение корково-мышечного пути на любом уровне красной веточки, то есть до альфа-мотонейрона, это будет называться центральным параличом. Если будет поражение после альфа-мотонейрона синенькой веточки, уже второго нейрона, да, это корешок, ну, например, грыжа диска или нерв сдавлен в кубитальном ли канале, еще в каком-то канале, любой, лучезапястном, например, в лучезапястном канале будет сдавлен нерв, туннельный синдром, то будут периферические параличи. Так вот, они имеют свои особенности. Эта тема тоже угадаек, эта тема тоже дивзачета, это написано во всех учебниках. Ну, давайте я вам ее конспективно скажу. Для центрального спастического паралича характерно повышение тонуса мышц. Мы называем, что этот гипертонус по пирамидному типу, потому что пирамидная система, или чисто тактильно он называется складной нож, потому что когда разгибаешь пациенту руку, при крайнем выпрямлении руки до вот полной ее прямой руки возникает сопротивление, то есть как будто ты открываешь перочинный складной ножик. Вот он называется складной нож. Рефлексы повышаются, появляются патологические рефлексы Бабинского, про которого мы говорили с вами на лекции по истории неврологии, и большое количество других рефлексов. Я сейчас фотографии вам все покажу. Патологические синкинезии, защитные рефлексы и позу Верникемана, которую я вам покажу еще один раз. Вот она, поза Верникемана. Вот мужчина, у него не так согнута рука, не так выражена нога, но они все держат палочку, чтобы не свалиться. Но вот палочка у этого пациента это не лучший вариант. Почему у парализованного пациента мы говорим, что не пользуйтесь палочками? Вот когда вы идете по дому, да, по открытому пространству, там вопрос такой сомнительный. Почему говорим, что в пределах дома, помещения не пользуйтесь? Дело в том, что вот у этого пациента левая рука не работает, правая рука занята палкой, костылем, тростью. В том случае, если пациент будет куда-то падать, да, то какой рукой он будет хвататься? Левая парализована, правая занята тростью. Третьей руки нету, зубами не успеет. Вот, поэтому получается так, что ему нечем схватиться. Если у него правая рука будет без трости, то он успеет при попытке падения просто задержаться. Так они реже ломают себе руки, ноги и голову. Поэтому палка у данного пациента из данного учебника, она, в общем, конечно, просто, наверное, была сделана для фотографии. А так пациенты с палочками парализованные не передвигаются ввиду тех причин, которых я вам рассказал. Или неопытные пациенты, которых парализовало только что, и у них не было еще вот факта падения, и поэтому они не понимают. Поэтому вот с палкой это не характерная поза. Патологические рефлексы, которые растормаживаются при пирамидных параличах, могут быть на руках и ногах. Самый частый – это симптом Бабинского. Вот это Оппенгейм. Вот это вот. Опять же разгибается большой палец. Это Бехтерев, Бабинский. Раздражаю подошву, разгибается большой палец. Это Оппенгейм, это я уже показал. Это Гордон. Сжимаю
икроножную, большой палец отгибается. Обилие рефлексов, обилие авторов, название. Шефер, Бехтерев, тыльный, 1. Жуковский удар молоточком по стопе, тоже пальчик разгибается. Защитно-рефлекторная реакция, то есть ты, например, подошвенный рефлекс проверяешь, а у него парализованная рука и парализованная нога еще больше сгибаются. Защитные рефлексы есть такие. Рефлексы орального автоматизма, они больше характерны для повреждения, для поражения лобных долей мозга. Самый красивый это оральный рефлекс, это удар молоточком по губам пациенту, или мы на губы пациента, если он боится молотка, который, я не знаю, мыл я или не мыл, протирал ли я спиртом при нем, да, если мы хотим показать вот абсолютную чистоту, мы тогда можем сказать пациенту: приложи свой палец к губам, или палец врача, или палец пациента, и по этому пальцу уже ударить молоточком. И в этом случае при положительном рефлексе орального автоматизма у пациента вытягиваются губки трубочкой вперед. Губки трубочкой вперед вытягиваются, он называется оральный рефлекс. Дистанция оральная — это когда я не коснулся его губ, а этим молоточком просто вот клюю у него перед носом, и он не от страха. Если от страха, он зажмурит глаза, это понятно, да? Если попробуете себе водить палец перед, значит, носом, кто-то из вас зажмурит глаза, кому очень страшно. Может быть, кто очень в хорошем настроении, то будет смеяться. Вот. А пациент наш, он не будет ни смеяться, ни зажмуривать глаза, а он вытянет губы трубочкой. Это будет называться дистантно-оральный рефлекс или рефлекс Корчакяна. Говорит о поражении лобной доли мозга. Мы будем с вами говорить об этом, когда будем рассматривать функции коры. Ну и различные другие. Марина Скородович тоже частенький рефлекс такой. Защитные рефлексы есть, патологические синкинезии, периферический мотонейрон — это альфа-мотонейрон, про который мы с вами говорили. 5 минут перед переподключением. Напоминаю, 5 минуток мы еще говорим, а потом в 9:45 вы переключитесь на следующую ссылку, которую я назвал «Стомат-неврология номер 4». Вот, «Стомат-неврология номер 4». На вторую ссылочку на 9:45 вы подключитесь. А за 5 минут вы успеете сходить и пожарить себе яичницу или почистить зубы. Для тех, кто смотрит это из дома. Итак, за 4 минуты я вам рассказываю, чем отличается периферический паралич от центрального. При периферическом параличе альфа-мотонейрон не работает, и нерв, который идет от него в составе спинномозгового корешка, не работает. То есть он сдавлен или грыжей диска, или он поврежден ножом, или он сдавлен в каком-то костном канале, например, руки или другой части тела, головы, например, сдавлен где-то нерв, ну, например, лицевой нерв сдавлен в канале лицевого нерва, например, да, сдавлен. Вот, в этом случае на мышце не идет импульсов. Мышца не работает, значит, рефлекса нету, рефлексия. Мышца не работает, значит, у нее нету тонуса, будет, значит, атония будет. Мышца не работает, значит, она будет худеть, это будет атрофия. Атрофия, она не питается, она худеет. То есть мышца рефлекса не выдает, но как она может сжаться, если рефлекс перерезан и к ней не подходит никакой импульс? Если при центральном параличе рефлекс был высокий, тонус был высокий, была куча патологических рефлексов, здесь будет ничего, все будет А.
атония, арефлексия, атрофия. Через некоторое время мышца похудеет, через 1-3 месяца, в зависимости от длительности, от перереза проводника, на котором находится, где перерезали, где мышца. Если близко, то через месяц, если далеко, то месяца через 3 мышца будет атрофирована. Электровозбудимости нет и будет фасцикуляция при поражении самого альфа-мотонейрона. Какие могут быть парезы? Гемипарез при поражении головного мозга. Самое частое. Половинка. Ну, там, как говорил, all left или all right. То есть половина тела, да, гемипарез, например. Это при поражении лобной доли мозга, прецентральной извилины или моторной коры, или моторной извилины, да, появляется гемипарез на контралатеральной стороне. Гемипарез. Также может быть при поражении спинного мозга парапарез, рассмотрим в следующей лекции, ствола мозга и спинного мозга тетрапарез. Если это личика и мимическая мускулатура, это может быть прозапарез, прозаплегия или, например, с двух сторон. Самые такие, конечно, неприятные пациенты — это клещевой энцефалит, это стволовой инсульт, это диплегия фациалис. Ну и перекрестный парез такое бывает. Ну и мы с вами уже об этом чуть-чуть говорили, скажу, центральный и периферический. Есть, естественно, параличи актеров или актрис, женщины чаще всего, актрисы. Вот, это функциональный или истерический парез, выдуманный, да, выдуманный. И бывает, ну, рефлекторная, это наша терминология неврологическая, миогенный парез, когда мышцы не работают. Все, что мы с вами рассмотрели, вот в этих вопросах, собственно, и содержатся. Они такие же, я их не писал, лечи или стомат, потому что это у вас одинаковые. Через 5-6 минут я вас жду на второй ссылочке. Мы будем с вами разбирать спинной мозг. 5 минут почистить зубы.